Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Ким Юл Хоу в Инстаграм. Заведующий кафедрой стратегии управления в аспирантуре университета Шумшил. Ведет лекции в учебном лагере, в котором служат Джин, Чимин и Чангук. Фото публикуются с разрешения Министерства обороны. Отпустите Чангука домой, я не могу смотреть на его грустные глаза. Чангук весь в своих мыслях. Мысли его, возможно, связаны с Тэхёном. Они не виделись почти неделю, и телефоны пока не разрешают. Сразу вспоминается этот момент. Тэхён сказал: «Нам нужно однажды расстаться, чтобы увидеть ценность друг друга, когда мы снова соберемся». Чангук говорит: «Тэхён, я уже чувствую, насколько ты драгоценен». Девятое место. Когда Чангук залип на Тэхёне, он буквально забыл, как говорить. Восьмое место. Совпадение или нет? Вспомните, когда Тэхён носил этот набор из 5 колец, оставляя безымянный палец пустым, а потом Чангук носил это кольцо на безымянном пальце. Это так мило. Что-то мне подсказывает, что они вдвоем смотрели это аниме. Тэхён прыгает к Чангуку и показывает ему сердечко. Одинаковая поза. Седьмое место. Они всегда так цепко держат друг друга. Чангук не упустил момент погладить руку любимого под рукавом кофты. Чангук особо не хотел отпускать руку, как я вижу. Шестое место. Поведение пары. Как интроверт, я могу сказать вам, что то, как Чангук ведет себя с Тэхёном, это поведение очень влюбленного человека. Мы используем больше актов служения, чем слов.
Нам нравится, чтобы наши чувства и эмоции оставались личными, но вы все равно можете прочитать все в наших глазах и на нашем лице. По глазам Чангука можно каждый день читать роман о любви к Тэхёну. Я понял самое главное об интровертах. Чаще всего это самые лучшие спутники жизни. Любящие, преданные до конца, заботливые, нежные и ласковые. Они не изменят никогда, ни при каких обстоятельствах. Теперь понимаю, почему Чангук фотографирует часто в профиль Тэхёна и говорит, что у него идеальный угол Ви. Чангук все подмечает в Тэхёне. Завидую тем людям, которые видели Тэхёна вживую, говорят, что экран не передает и 50% его красоты. Когда его спросили, когда ты понял, что ты красивый, он ответил, когда был в супермаркете, люди просто останавливались и замирали, когда смотрели на него. Не могли отвести от него глаз. Лайфхак от Ким Тэхёна. Берешь понравившегося мужика и уносишь. Профит. Пятое место. Вот оно, настоящее счастье, быть рядом с любимым. Четвертое место. Забота. Тэхён однажды сказал, что если он попросит Чангука что-то сделать, то Чангук это сделает. Но Тэхён, милый, тебе не обязательно просить. Чангук и так сделает для тебя все, что угодно. Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Спустя неделю службы Тэхён стал лидером в команде по тренировкам. Кто бы сомневался. Он с этой целью в спецназ и записался – быть лучшим из лучших, и чтобы никто и никогда. Он лучший мужчина. Такими темпами не то, что выходной заработает, а и в генералы выйдет досрочно. Завтрак Тэхёна, рис, суп из бобовых ростков с кимчи, бульгоги из свинины, мягкий тофу и соус, как дуги. Завтрак Чангука, хлопья, ломтик ветчины, обжаренный с овощами, намдо тёггальби, молоко, чашка фруктов. Обед Тэхёна, рис, картофельный суп, жареный осьминог, капустные ростки, водоросли, молодой редис кимчи. Обед Чангука, рис, капустный мисо-суп,
жареная свинина и грибы, свиные ребрышки барбекю, яичный рулет, как-дуги. Ужин Тэхёна, рис, суп из говяжьей кости, тушеные фрикадельки, салат из шпината, кимчи, газированные напитки, напиток из мандаринов, молоко. Ужин Чангука, рис, суп из ростков фасоли, жареный тунец с овощами, сушеная редька с приправами, кимчи, шоколадное молоко. График Чангука в воскресенье, личное время, отдых, религиозная деятельность, уборка. Однако, если вы пропустили какое-либо обучение, дополнительные занятия могут проводиться по выходным. О графике Тэхёна неизвестно, но скорее всего они схожи с Чангуком. Температура в Сеуле за сутки упала более чем на 7 градусов, а холодный ветер опустил температуру до минус 10 градусов. В районе, где служат Джин, Чангук и Чимин, морозы до минус 18 градусов. Надеюсь, что парни тепло одеваются и не заболеют. Фанат пишет: в среду, возвращаясь с основной стрельбы, я увидел, как Тэхён бегает с тренерами 27-го полка. Я едва узнал его, потому что он был рядом с командиром отделения, помощником инструктора по строевой подготовке. Поскольку им не выдали боевую форму, все они по-прежнему были одеты в зимнюю спортивную форму и шапочки. Его лицо очень маленькое, он высокий и очень красивый. Это было мое жизненное достижение. Их пугает тренировка в химическом кабинете, но концентрация газа низкая, так что серьезной боли не будет, разве что бронхи серьезно плохи или когда вы глубоко вздыхаете. У меня также была небольшая трещина в нижней части противогаза, поэтому газ вытек, но со мной все было в порядке, за исключением небольшой боли в глазах и носу. Однако, поскольку военное общежитие находится на отдаленном острове, я расстроен тем, что среднее расстояние до места тренировок 3 часа туда и обратно. Думаю, эта статья была написана другим стажером, которого приняли в тренировочный центр раньше Тэхёна, и ему разрешили пользоваться мобильным телефоном по выходным. В новостях сообщается, что военные представят пилотную инициативу, улучшающую условия военной службы. Нынешний фиксированный поднос с едой планируют заменить на меню в виде шведского стола, начиная со следующего года, где солдаты смогут выбирать из более чем 10 блюд. Специальное ежемесячное меню будет предложено в сотрудничестве с местным сообществом. Существующее одеяло зеленого цвета в стиле милитари будет заменено мягкими и уютными. А постельное белье будет отправляться на профессиональную стирку раз в месяц летом и 2 раза в месяц зимой. Солдатам больше не придется стирать самостоятельно. Новые контейнеры для воды из нержавеющей стали будут иметь более широкие отверстия для облегчения очистки внутренней щеткой. В новостях говорится, что Министерство национальной обороны стремится улучшить условия труда солдат с учетом предстоящих изменений, расширяя аутсорсинг гражданских компаний. Фанат пишет: мой родственник работает помощником преподавателя и раздает предметы в армии. Он сказал, что Чангук и Чимин кланялись под углом в 90 градусов, когда получали свои вещи. Никогда раньше он не видел таких стажеров и похвалил их за вежливость и доброту. Привычка Чангука сплетать ручки вместе.
Фанатка посетила домик, в котором отдыхали Вуга Фэмили. Я приехала в домик со своей семьей, и в гостиной были автографы Вуги. Я спросила начальника ложи, и тот сказал, что они приезжали в прошлом месяце и остановились в комнате, которую мы зарезервировали. Я разожгла костер, как это сделал Тэхён. Владелец ложи вытащил стул, на котором сидел Тэхён, и я села там. Домик оказался не таким уж хорошим местом, но я думаю, что они посетили его, потому что он был уединенным местом. Я легла в верхней комнате, а позже услышала от босса, что в этой комнате спал Тэхён. В этой комнате было очень холодно. Я села в кресло, на котором сидел Тэхён. Я счастлива и рада, потому что у меня было такое ощущение, будто я встретила Тэхёна в том месте. Сольный альбом Тэхёна Лэйоува – единственный капоп-альбом, который вошел в список британских СМИ Time Out «Лучшие альбомы 2023 года». Это заслуженное признание за отличный художественный альбом. Это определенно стоило ожидания. Альбом, созданный с талантливым любовным вдохновением и наполненный мягким бархатистым голосом Тэхёна. В очередной раз этот интригующий, новаторский и талантливый артист проложил путь к новой главе на корейской музыкальной сцене. Корейские СМИ пишут, все участники BTS зачислены на военную службу, но закон о военной службе остается в силе в течение 2 лет. Если так будет продолжаться, Seventeen и NCT также будут зачислены в армию. Времена изменились. Кей-поп-исполнители появляются в Billboard Hot 100 США. Это мир, в котором нет ничего странного в том, чтобы возглавлять чарты. Это означает, что повышение национального престижа разрешено не только в определенных областях искусства и спорта. Настало время каждому сделать выбор, соответствующий духу времени – пойти в армию или открыть двери деятелям культуры. Если его оставить похороненным, могут пошатнуться даже ценности равенства и справедливости, на которых настаивало правительство. Фанаты пишут, после того, как BTS ушли, вы решили заговорить об этом. Если BTS не освободили, все остальные группы также обязаны уйти, сейчас бы ценность NCT и Seventeen приравнивать к BTS. Надеюсь, если такое случится, фанаты спалят там все. Текст озвучен в Яндекс.Клауд SpeechKit. Репортер Лейт Базари, освещавший шоу Селин, сказал, что за 18 лет работы на Paris Fashion Week он никогда не видел ничего подобного и был шокирован влиянием Тэхёна. Он также сказал: «Я не могу поверить, что сфотографировался с ним, это было очень трудно, так как вокруг него была охрана, 7 телохранителей». Все треки Тэхёна с Лэйоува достигли 60 миллионов потоков на Spotify, став первым альбомом солиста кей-поп, достигшим этого показателя. Это самый быстрый альбом корейского артиста, достигший таких показателей в этом году 99 дней. Поздравляем самого лучшего мужчину! Чангук превысил больше 4 миллиардов стримов в своем аккаунте на Spotify. Он становится первым корейским солистом, достигшим такого результата. Второе место. Это так интимно. Для Чангука и Тэхёна не существует личное пространство. Оно и не нужно, им так комфортно. Они буквально магнитики, которые не могут не прикоснуться друг к другу. День, когда Тэхён назвал Чангука красавчиком.
Эти губы, которые хочется поцеловать. Как же они кайфуют. В этом эпизоде пакет закрыл нам прекрасный вид. С этого момента фанаты ненавидят пакеты. Помните, когда у Чонгука спросили, кто был первым человеком, которому он дал послушать Seven, Чонгук сказал «Тэхён» и рассказал о том, как они делятся песнями друг с другом после их создания, даже несмотря на то, что их музыкальные вкусы совершенно разные. 세븐을 가장 먼저 들려준 사람, 태영이 형일걸요? 근데 제가 녹음하고 가장 먼저 들려주는 사람은 아마 비영일 거예요. 서로 이렇게 작업하면은 보내줬어요. 음악 결이 안 맞아요, 태영이랑. 그 형이 약간 차분하고 약간 멋들어진 거 좋아해요. То, как Тэхён смотрит на Чонгука. Первое место. Их любовь сильнее, чем вы думаете. Прошли самые тяжелые дни для Чонгука и Тэхёна, дни молчания и неведения. Когда невозможно было связаться ни с родными, ни друг с другом. Конечно, они были так загружены новыми событиями, эмоциями, людьми, что не особо до скучаний. Но у человеческой натуры есть такая особенность – ценить то, чего мы лишаемся. Это не значит, что они не ценили раньше. Нет, это значит, что сейчас они будут ценить еще больше. Те, кто устраивают пляски на костях, радуясь, что Чонгука и Тэхёна разлучили, и сарказмируя, что их отношения не пройдут такую проверку, вы особо не радуйтесь. Они, наоборот, лишь сильнее научатся ценить и любить друг друга. Как это было все эти годы. Вопреки всему, вопреки навязанным устоям общества, вопреки, возможно, друзьям, родным, знакомым. Вопреки компании, это уж точно. Вопреки всему миру, который пытался их развести. Они стали только сильнее и крепче. Они уже давно не просто бойфренды, которые могут разбежаться от глупой ссоры. Они — семья, для которой расставание, измена — чуждые вещи. Для которой разлука — лишь повод немного поскучать и убедиться, как же сильно ты любишь и ценишь свою половину. После учебки будет легче. Они смогут брать отпуска, видеться, общаться каждый день. А пока они с честью отдают долг родине и строят планы на будущее после армии. Ребята, будучи вдали друг от друга, еще больше и крепче проникнутся своей любовью. Будут усердно служить, чтобы заработать дополнительный отпуск, чтобы иметь возможность увидеть друг друга. Потому что расставание для них – это маленькая смерть. И только такие крепкие отношения могут это вынести и преодолеть любые расстояния. Ну и без расставаний нету встреч. А встречи будут жаркие, нежные, долгожданные. А кто пошел в пляс, можно пинка дать взад для ускорения. Посмотрим, как будут захлебываться своей желчью, когда ребята вернутся друг к другу возмужавшими, неуязвимыми и с еще большей окрепшей любовью.
Самые прекрасные истории любви, которая только начинается. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.